Всем привет! Меня зовут Анатолий, я рад видеть вас на моем YouTube-канале. Сегодня мы поговорим с вами на такую тему, как порнозависимость. Есть ли она вообще? Существует ли? Как с ней можно бороться, если она есть? И вообще нужно ли с ней бороться? Поэтому давайте попробуем разобраться. С точки зрения психологии порнозависимости не существует, потому что психологи считают, что это абсолютно другая зависимость. То есть люди могут быть зависимы от порнографии, но в другом смысле, то есть потому что зависимость от курения или от алкоголя, она работает по-другому, и человека вызывает привыкание именно с первой дозы, так как у порнозависимых не вызывает часто. Разные психологи считают по-разному, какие-то считают, что есть такая проблема, но официально ее никто не признает. То есть если смотреть на официальном уровне, то ни одна организация психологическая не скажет, что существует такая проблема, как порнозависимость. Но я как христианин вижу, что у людей действительно есть проблемы, и многие и психологи, и христианские пастора, естественно, видят в этом большую проблему. Прежде чем рассказывать о том, как бороться с порнозависимостью, я хотел бы посвятить вас вообще в саму проблему. Мне кажется, что если ты знаешь, как устроена индустрия порнографии, то будет намного проще и понятней, каким образом отказываться и изменять свою жизнь. Можно было бы просто коротко ответить, что порнография – это грех, ее просмотр – это грех, и на этом закончить видео. Но я хотел бы более подробно разобраться в этом. Я хочу поделиться информацией, которая у меня есть, и рассказать, как можно бороться действительно с этим грехом и какими последствия могут быть от него. Я считаю, что это большая проблема из-за того, что действительно реальных ограничений на просмотр порнографии не существует, хоть и говорят, что есть разрешение 18+, но на самом деле по статистике все и больше детей начинают смотреть это как можно раньше. Если в Америке это смотрят уже с 9 лет, первый раз дети замечают, то в России и на постсоветском пространстве ближе к 11 годам первый раз дети сталкиваются с порнографией в том или ином виде. И что впоследствии приводит к тому, что сексуальные контакты начинаются с 13 лет, что уже является довольно ранним возрастом, и мне кажется, это колоссальное влияние на всю жизнь человека в будущем. Также порнография таким образом устроена, что ее просмотр вызывает довольно большие эмоции в организме человека. Да, мы знаем, что от того люди настолько зависимы и хотят смотреть, потому что это вырабатывает эндорфин счастья, и таким образом человек все больше и больше смотря не может никак отлучиться из-за того, что ему нравится этот процесс, ему нравится смотреть, и в организме закрепляется: если я это смотрю, мне хорошо. Следовательно, если мне хорошо, то надо смотреть больше. Из-за этого возникает зависимость, что человек начинает смотреть более сложные порнографические фильмы, в том смысле, что он начинает смотреть более извращенные их, потому что уже простая порнография не приносит удовольствия, поэтому нужно смотреть все более и более изощренные, разные, и это уже доказано, что человек начинает смотреть какого-то милого и простого фильма, если так можно сказать, про порнографию, и заканчивает, естественно, какими-то жесткими, насильственными просмотрами. Со временем у каждого это свой путь, у кого-то быстрее, у кого-то дольше, но если человек долго смотрит эти фильмы, то у него порог восприятия уменьшается, и это, естественно, транслируется на его сексуальную жизнь в будущем, так же, как с партнерами, да, если он неверующий, но проблема у верующих, что это также отражается на семьях. То есть мужчина смотрит на женщину уже так же, как он смотрел ее в порнофильме, и он рассматривает ее не как свою супругу, не как своего партнера, а рассматривает как средство удовлетворения, и, следовательно, разными путями. Если он смотрит жесткую порнографию, то, естественно, он будет пытаться восстановить это и в своих отношениях, и это может влиять, и не может, а это действительно очень сильно влияет на жизнь семейную. Также еще одна из больших проблем порнографии и, как следствие, порнозависимости, да, то есть потом мы об этом будем говорить, что так как очень много людей потребляют контент, то есть по статистике примерно каждый четвертый видеофайл в интернете – это порнографического характера,
следовательно, 25%, это большая масса данных, которая занята интернетом, это все порнографические сайты. И из-за этого очень часто девушек похищают и насилуют для того, чтобы сниматься в фильмах, для того, чтобы показывать жесткую порнографию, которая многим нравится. К сожалению, это приводится из-за того, что у людей атрофируется чувство. Они смотрят, и их уже не возбуждает простой секс, в порнографии, но их возбуждают все более и более сложные, все более и более извращенные форматы. Таким образом, часто действительно девушек насилуют для того, чтобы заснять на камеру и выложить в интернет. Помимо всего прочего, очень часто девушек воруют и отправляют в секс-рабство. Часто их продают свои же опекуны, родители. Если это страны развивающиеся, то там просто их легко это сделать. То есть это мы знаем, что один из способов выживания у них, они продают своих детей. Это, естественно, приводит к детской порнографии. И это большая проблема, на которую, к сожалению, люди закрывают глаза и говорят, что смотреть можно, нет в этом проблемы, если вы смотрите, и у вас никаких проблем не может возникнуть, если вы можете в любой момент остановиться. Я считаю, что нет, я считаю, что человек, если начал смотреть, ему практически невозможно остановиться из-за того, что у него вырабатывается зависимость. Чем дольше ты это делаешь, тем дольше вырабатывается привычка, а от нее, как мы знаем, отказаться очень сложно. Это если коротко о тех проблемах, которые есть в порноиндустрии, которые сами по себе отвратительные. Я думаю, что их нужно знать для того, чтобы человек мог понимать, что он смотрит не просто какой-то ролик, в котором девушки снимаются ради того, чтобы заработать, но часто эти ролики сняты насильственным образом, эти девушки не соглашались, они не хотели этого, и их насилуют действительно в этом видео или еще что-то с ними делают. Часто их просто продают, и это уже не игра актеров, нет. Это действительно проблема. То есть мы видим, что детей, девушек продают. Невозможно это поддерживать, я не знаю. Давайте рассмотрим, как же можно бороться с порнозависимостью и перестать смотреть эти фильмы. Если действительно у вас это проблема, и вы их смотрите, то, я думаю, вам помогут эти шаги. Первое – это признать, что это грех. Не нужно говорить, что это ничего страшного, все так делают, в этом нет ничего проблемы, я просто смотрю или еще что-то. Нет, надо признать, что Господь это ненавидит. Это действительно грех. Это самое важное, что признать, что есть проблема и что это грех. Второй шаг, который, я думаю, очень важный, это нужно узнать, как работает эта система, как работает порнография. И для этого не нужно далеко идти. Я вам могу сказать, что очень много есть помощи для людей, которые попали в эту индустрию, которых продали, которые насильственным образом туда попадали, и они раскрывают все тайны, которые не снимаются на камеру. Про это я наставлю ссылки в описании. Там будут инстаграмы ребят, которые занимаются помощью и по всему миру избавляют женщин и детей от сексуального рабства, рассказывают о том, каким образом все там устроено. Их на российском, к сожалению, инстаграме практически никого нет, кто бы этим занимался, но в Америке их довольно много. Следующий немаловажный шаг, если вы не можете справиться с этим сами, то есть если вы не можете перестать смотреть фильмы и контролировать свой интернет, я думаю, что, во-первых, нужно закрыть доступ к интернету, к определенным сайтам. Для этого есть специальные программы, которые могут блокировать различного образа сайты, 18+, детский контроль, их по-другому еще называют. Я думаю, их легко найти. Я несколько ссылок оставлю тоже в описании на такие сервисы. Еще важно обязательно найти человека или несколько людей, с которым вы можете поделиться вашей проблемой и которые могут помочь вам пройти этот путь вместе. Потому что будут дни, когда вам будет тяжело и будет вам хотеться сорваться. Но вы можете в этот момент позвонить своему близкому человеку, наставнику, другу, и он поможет вам не впасть в этот грех, а держаться, он поможет вам разговором, может быть, встретиться с вами или поможет каким-то другим образом. Я думаю, вы вместе с ним можете договориться о том, что вас больше всего отвлечет. Самое главное тоже это, если у вас очень много свободного времени, постарайтесь не проводить его дома, но проводите его где-то в другом месте, чтобы у вас не было доступа к
так сказать, к одиночеству, чтобы вы не были одни и не могли включить и просмотреть какие-то такого подобного жанра фильмы или картинки, не знаю, что угодно. Если вы не хотите делиться с кем-то из близких этим, боитесь или еще что-то, если у вас нету таких близких людей, то я ставлю ссылку на сайт. Там большая организация, которая помогает уже много лет порнозависимым мужчинам и женщинам, которые не могут от этого никак избавиться. У них есть целые курсы, как это проходить. У них организованные полностью система выработанная. То есть там есть наставник, который с вами будет всегда на связи. Там есть определенные задания, которые вам нужно выполнять. И отчетность. То есть таким образом они помогают людям не впасть в этот грех, в этот блуд. Там очень много, естественно, отзывов. Они есть на разных языках, есть на русском, английском, испанском и множестве других популярных и непопулярных языках в этом мире. Так что я думаю, если вы не хотите раскрывать какому-то близкому вашу тайну и секрет, да, то можете всегда поделиться этим с такой организацией, и это все анонимно, там никто не знает ни вашего имени, ни фамилии, это защищено, но самое главное, что это поможет вам избавиться от вашего греха. Надеюсь, это было вам полезно. Увидимся в следующем видео. Пока!